Привет, я Странный Дядька. В этом видео поговорим о количестве понаехавших в Казахстан россиян. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Я буквально обалдел, потому что я был уверен, что ситуация совершенно иная. Предыдущее видео «Казахстан выгоняет мигрантов» набрало не слишком много просмотров, но вот комментариев там было просто огромное количество. И одна из главных мыслей в этих комментариях – это то, что в Казахстан понаехало огромное количество россиян, которые дармоеды, и отбирают работу у казахстанцев. После всех этих комментариев мне стало любопытно, так много россиян понаехало. В попытках разобраться я пошел на сайт Бюро национальной статистики. Вот этот сайт, как вы видите, официальное государственное заведение. Здесь приведена разная статистика. Есть динамические таблицы, вот здесь ссылки на эти файлы. И здесь вот, пожалуйста, и указаны даже ответственные за выпуск. Тут директор департамента, исполнитель, адрес и все такое. То есть все эти данные вы можете пойти на сайт и проверить самостоятельно. Я скачал эти таблицы. Не думал, что все на самом деле обстоит вот таким вот видом. И сейчас буду вам по годам показывать эти данные. Я немножечко отодвинусь в сторону, чтобы удобнее было здесь размещать картинки. Данные, которые я получил в Национальном бюро статистики, это данные внешней миграции. Сколько человек официально переехали в Казахстан на постоянное место жительства и сколько выехали из него. Это не число выданных ВНЖ, это не число выданных РВП, это не число аннулированных документов, и это не просто пересечение границ. Это те люди, которые переехали на постоянное место жительства или уехали с постоянного места жительства из Казахстана, но люди, имеющие российское гражданство. Итак, давайте знакомиться с данными. И за 2024 год, как вот здесь написано, в Казахстан на постоянное место жительства из России переехали 7984 человека, а уехали 8784 человека. И сальдо получается отрицательным. Получается, за 2024 год разница между приехавшими и уехавшими составляет минус 800 человек. То есть по результатам года россиян, живущих постоянно в Казахстане, стало на 800 человек меньше. Давайте смотреть дальше, давайте смотреть 2023 год. Вот данные по 2023 году. В 2023 году въехали на постоянное место жительства в Казахстан 11 711 россиян, а уехали 11 737 россиян. И сальдо опять отрицательное. Правда, разница уже совсем небольшая. Минус 26 человек всего лишь. 22 год. Вот это самая удивительная картина. Вот такого я совершенно точно не ожидал. Я сам отлично помню огромные очереди на границе, огромное количество людей, которые ехали сюда. И я сам был уверен, что в 2022 году сюда понаехало огромное количество россиян, которые здесь остались. Но статистика – вещь неумолимая, и вот эти данные нам свидетельствуют, что все совсем не так, как казалось мне и многим комментаторам под тем моим видео. В 2022 году прибыло на постоянное проживание в Казахстан всего 5891 человек россиян, а уехали 19 383 человека. И сальдо составляет минус 13 492 человека. То есть в 2022 году, когда сюда был действительно наплыв россиян, на постоянное место жительства здесь из приехавших, получается, не остался никто. Гораздо больше людей в тот год уехали из Казахстана. Людей, имеющих российское гражданство, я имею в виду. Получается такая картина. А все остальные, получается, приехали сюда на временной основе, либо как туристы на 90 дней, либо получили по каким-нибудь из оснований РВП. Давайте для интереса посмотрим, что было раньше. 2021 год, например. Вот данные за него. Приехали 3456 человек, а уехали 26 717. И сальдо составляет минус 23 261 человек. Возьмем еще 2020 год. Итак, в 2020 году прибыло 3599 россиян, а уехало 25 126 россиян. Соответственно, сальдо составляет минус 21 527 человек. Получается, что год от года на постоянном проживании в Казахстане количество россиян уменьшается. И это на самом деле очень интересная картина, потому что, я повторюсь, я сам был уверен, что здесь очень много проживает россиян.
Но статистика – вещь неумолимая, и цифры, вот они, не врут. Но есть же еще такая штука, как временное проживание. РВП – разрешение на временное проживание или пребывание, как оно правильно звучит. И такой статистики мне вот подробнейшей по россиянам найти не получилось. Есть только общие цифры, сколько по годам выдано всего, без разбивки по странам. Но было заседание правительства 22 июля 2025 года, на котором были озвучены конкретные цифры. 792 тысячи РВП было выдано за предыдущие 12 месяцев. А может быть, за календарный год здесь не уточняется. Это общая цифра всех РВП, выданных всем по любым основаниям за весь год. 792 тысячи – это большущая цифра. Это, грубо говоря, 1/25 часть населения Казахстана. РВП выдается на срок действия основания для его выдачи или максимум на год. А дальше были озвучены ориентировочные данные по отдельным группам. Нас в этих данных интересует одна группа. Там выделили граждан ЕАЭС и выделили РВП, выданные с целью работы. Всего гражданам ЕАЭС за тот период с целью работы было выдано 76 058 РВП. Из них 62 237 РВП выдано россиянам, 10 680 кыргызстанцам, 1888 гражданам Армении и 1253 гражданам Беларуси. Получается, что россиянам разрешений на работу за период, на который ссылается правительство Казахстана в 12 месяцев, было выдано 62 237 россиян, живущих здесь постоянно с документами на постоянное пребывание, год от года становится все меньше и меньше. Получается, что основная мысль о том, что огромное количество россиян приехали в Казахстан и остались здесь жить, совершенно не соответствует действительности. Если вас радует эта статистика, можете идти праздновать. Если не радует, напишите в комментариях почему. Ну и вообще интересно услышать от вас ваше мнение по этому вопросу, а также интересно услышать, разрушило ли эти данные ваш стереотип. Думали ли вы, что россиян понаехало действительно много? Вот такая вот крайне интересная, я бы даже сказал, удивительная статистика по количеству россиян, понаехавших в Казахстан. Но, тем не менее, в статистике есть данные о том, что население Казахстана растет, во-первых, по, так сказать, естественным причинам, а во-вторых, в Казахстан переезжает очень много народу, они все получают разрешение на постоянное пребывание и остаются здесь на постоянное место жительства. Ну, а кто эти люди, из каких они стран приезжают и сколько их всего, мы уже рассмотрим в следующем видео. Кто понаехал в Казахстан? Спасибо, что досмотрели до конца. Всего хорошего. Пока.